Как землетрясения образуются? Какие тайные процессы скрываются под нашими ногами? Какие необычные причины могут вызвать подземные толчки? Обо всем этом в нашем новом видео. Не забудьте подписаться на канал. Приятного просмотра! Что такое землетрясение и какие виды бывают, я расскажу коротко. Если вам эта информация не интересна, можете перемотать дальше. Землетрясение представляет собой подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные смещением тектонических плит. Хотя глобальные геологические и тектонические силы считаются основной причиной землетрясений, их точная природа до конца неизвестна. Возникновение этих сил связывают с перепадами температур в недрах Земли. Большинство землетрясений происходит на границах тектонических плит. Наблюдается тенденция, что за последние 2 века сильные землетрясения произошли в результате активности крупных разломов, выходящих на поверхность. Поговорим о механизмах землетрясений. Подземные толчки могут быть вызваны различными механизмами, включая сжатие, растяжение и сдвиг. Сжатие. Этот тип механизма возникает, когда тектонические плиты движутся навстречу друг другу и подвергаются сжатию. Растяжение – это является противоположным случаем. Оно происходит, когда тектонические плиты расходятся. Сдвиговые механизмы возникают, когда тектонические плиты скользят горизонтально друг относительно друга. Это может происходить вдоль разломов. Каждый из этих механизмов представляет собой форму освобождения накопленной энергии внутри земной коры, вызывая колебания и толчки, которые мы наблюдаем в виде землетрясений. Какие еще существуют причины возникновения землетрясений, помимо сдвига тектонических плит? Существует несколько других факторов, вызывающих подземные толчки. Вулканическая активность. Землетрясения могут быть вызваны вулканической активностью, особенно в регионах, где происходит извержение. Магма, поднимающаяся внутри Земли, может создать напряжение и давление, приводящие к землетрясениям. Стоит отметить, что землетрясения также могут вызывать вулканические процессы. Подземные слияния. Землетрясения могут возникнуть из-за слияния подземных водных или магматических резервуаров. Когда происходит такое слияние, возможно изменение давления и напряжения в земной коре. Например, если подземный водный резервуар сливается с другим или с магматическим резервуаром, это может вызвать изменение распределения воды или магмы в подземных слоях. Под действием этого процесса может произойти увеличение давления, что в свою очередь вызывает напряжение в земной коре. Эти напряжения могут достигать такого уровня, что приводят к разрыву горных пород и дальнейшем к землетрясению. Таким образом, слияние подземных резервуаров представляет собой один из механизмов, способных порождать динамические изменения в земной коре и вызывать землетрясения. Человеческая деятельность. Некоторые землетрясения могут иметь связь с человеческой деятельностью, что является результатом воздействия на природные процессы. Например, добыча полезных ископаемых, такая как нефть или газ, может вызывать изменения в структуре земной коры. Это происходит из-за массового извлечения материалов из недр, что может изменить распределение массы в подземных слоях и в конечном итоге привести к землетрясениям. Внутреннее напряжение в структурах также может быть связано с человеком, особенно в случаях, когда накапливается вода. Например, создание больших водохранилищ или подземных резервуаров может изменять давление на земную кору, вызывая ее деформацию. Инженерные проекты, такие как строительство больших сооружений или изменение рельефа местности, могут также внести свой вклад в возникновение землетрясений. Эти изменения в окружающей среде могут вызывать перемещение в земной коре и вызывать сейсмическую активность. Ядерные испытания могут быть причиной землетрясения. Взрывы с ядерным устройством создают значительное давление и изменения в подземных условиях, что может также вызвать землетрясение. Таким образом, человеческая деятельность может играть роль в запуске сейсмических событий, и важно учитывать эти факторы при анализе причин землетрясений. Тектонические переходы.
В определенных ситуациях на тектонических границах может происходить изменение типа деформации, переходя от одного тектонического механизма к другому. Например, граница, ранее характеризующаяся сдвиговым типом, может в результате геодинамических процессов изменяться и становиться сжимающей. При этом возникают силы, вызывающие деформацию земной коры. Это может привести к накоплению напряжения в зоне перехода. И когда эти напряжения превышают предел прочности горных пород, происходит освобождение энергии в виде землетрясения. Сложные динамические процессы. Существует ряд сложных процессов, которые взаимодействуют и могут совместно влиять на возникновение землетрясений. Деформация земной коры – один из таких процессов. Также влияние океанских течений также играет свою роль. Движение воды в океанах может вызывать изменения в распределении массы воды на поверхности Земли, что в свою очередь может влиять на деформацию земной коры и вызывать сейсмическую активность. Атмосферные условия. Атмосферные условия, такие как атмосферное давление и осадки, также могут влиять на появление подземных толчков. Эти факторы, действуя совместно, создают многогранные явления, связанные с различными процессами как внутри Земли, так и на ее поверхности. Понимание взаимодействия этих процессов имеет важное значение для более глубокого понимания природы землетрясений и их прогнозирования. Может ли что-то вне нашей планеты привести к беспокойству на поверхности Земли? Давайте рассмотрим. Гравитационное воздействие. Изменения в гравитационном поле Земли, вызванные, например, позицией Луны и Солнца, могут оказывать воздействие на некоторые геологические процессы. Однако это воздействие обычно слишком слабо, чтобы непосредственно вызвать землетрясение. Астероидные столкновения. Возможно, что наша Земля столкнется с астероидом. Это может вызвать огромные волны энергии и изменить условия в земной коре. Подобные события могут привести к сейсмической активности. Однако такие сценарии являются крайне редкими и чаще связаны с массовым вымиранием и другими катастрофическими последствиями. Лунные фазы. Исследования предполагают, что лунные фазы могут оказывать некоторое воздействие на активность землетрясений, но связь между ними сложна и все еще является предметом исследования и дебатов. Кстати, Луна также подвергается землетрясениям. Эти события могут продолжаться гораздо дольше, чем земные, но они обычно менее интенсивные. В целом, можно сказать, что космос оказывает более косвенное воздействие на землетрясения, чем прямое, и большинство сейсмической активности все же связано с процессами внутри Земли. Каждый день в мире происходит более 8000 землетрясений, но большинство из них слишком слабы, чтобы быть ощутимым человеком. Землетрясения могут происходить на разных глубинах под землей. Поверхностные землетрясения происходят на глубине менее 70 километров. Мы рассмотрели основы землетрясений, причины и механизмы. Надеюсь, вам было интересно и, возможно, даже полезно. Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте их ниже. И не забывайте подписаться на канал. Всем здоровья!